силу применяют как протестующие, так и полицейские. Власти 15 штатов задействовали около 5000 солдат Нацгвардии. Из-за беспорядков, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, комендантский час ввели в 40 городах США, в том числе в Миннеаполисе, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Майами, Портленде, Сан-Франциско, Чикаго, Атланте, Индианаполисе, Филадельфии. Несмотря на комендантский час, протесты в Штатах продолжаются и становятся все более жестокими. Сообщает Reuters, власти 15 штатов задействовали около 5000 солдат Национальной гвардии или запросили их поддержку. Губернатор Миннесоты Том Уолл впервые после Второй мировой войны объявил о полной мобилизации Нацгвардии. Аналогичные меры приняты в Лос-Анджелесе. В Вашингтоне протестующие подожгли возле Белого дома дымовую шашку, когда полиция пыталась вывести их из района. По данным СМИ, в разгар протестов президент США Дональд Трамп на некоторое время отправился в подземный бункер, но провел там меньше часа. Вечером 30 мая акции протестов в нескольких городах вылились в погромы и сопровождались мародерством. Протестующие громили магазины и полицейские автомобили, а также бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью. В Нью-Йорке по меньшей мере 20 полицейских машин были сожжены. Задержаны десятки участников акций протеста. В ряде штатов полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Более 1300 человек были задержаны по всей стране. Арест дочери мэра Нью-Йорка. Во время протестов была задержана дочь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. 25-летнюю Кьяру де Блазио задержали на Манхэттене. По сообщениям источника, она вместе с другими протестующими блокировала движение на перекрестке двух улиц и была задержана за отказ освободить дорогу по требованию полиции. При задержании девушка не сказала, что она дочь мэра. Источник в Нью-Йоркском отделении полиции сообщил, что девушке выдали повестку, а после освободили. Пострадавшие журналисты. Во время протестов в Миннеаполисе попала под обстрел съемочная команда Деушчели. За несколько минут до прямого включения в ночь 31 мая корреспондент Штефан Зимонс и оператор Макс Ферг были обстреляны полицией. Мирные демонстрации в Великобритании. Тысячи лондонцев, возмущенных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, 31 мая вышли на улицы на митинг против расизма и полицейского насилия в США. Они собирались на Трафальгарской площади у здания посольства Соединенных Штатов. Митингующие держали в руках плакаты с надписями «Справедливость для Джорджа Флойда», «Я не могу дышать» и «Расизму не место». Акция носила мирный характер. Однако лондонская полиция задержала 23 человека, некоторые из них нарушали правила, действующие во время пандемии коронавируса, а некоторые оскорбляли полицейских. Аналогичные демонстрации прошли в Манчестере и Кардиффе, где на улицы вышли сотни местных жителей. Акции протеста также прошли в Германии, Новой Зеландии, Австралии и Нидерландах. Афроамериканец Джордж Флойд умер в Миннеаполисе 25 мая, после того как полицейский на протяжении почти 10 минут душил его коленом. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание.